Здравствуйте. Сегодня будет позиция из чемпионата Европы, который проходит сейчас в Турции. Чемпионата Европы среди женщин. Вторая будет позиция по мотивам чемпионата Европы среди женщин. И вот эта вот позиция, мне сегодня сказали, что встретилась она в чемпионате Республики Беларусь среди мужчин. Но вот за авторством я смотрел, я, кстати, не уверен, что мне сегодня сказали. Может, информация чуть неправильно, но мне укажут в комментариях. То есть, либо это Андрей Валюк играл, либо Игорь Михальченко, либо они как-то совместно в каком-то чемпионате Республики Беларусь. Может, не в этого года играли, но вот позиция красивая, давайте я покажу. Ход белых. Такой ход. Естественно, единственный вариант здесь ЕД6. Давайте, может, я паузу сделаю маленькую. Нажмите на паузу. Естественно, такая идея. И здесь вот сказали, что... Кстати, поставьте вот эту позицию. Поставьте эту позицию на компьютер, и что он вам покажет. Очень интересно. И далее я делаю паузу. И кроме компьютера, давайте вот подумайте, что может быть в этой позиции. Вроде бы в партии было что-то... вот как мне сказали, я говорю, что я не нашел партию, к сожалению. Вот эта вот идея была в партии. Естественно, ради этой идеи мы бы не показывали здесь эту позицию. Но я, кстати, сегодня, когда показывали, сразу заметил эту идею. Она уже встречалась. Я думаю, что вот в этом виде она встречалась, даже, может, в антологии. Надо проверить шашечных комбинаций Цукерника, либо в других каких-то книгах с комбинациями. Но позиция очень красивая, конечно. ЕД4. Так. Побили. ЕД2. Естественно, надо бить на F6. ЕД4. Вот такая комбинация. Хотя в практической игре сказали, что ее не было, но она из практической игры, естественно. Вот красивейшая комбинация. Дальше. Вот по мотивам. Так, давайте, может, не совсем. Вот эту позицию поставим. То есть у меня какой здесь мотив за белых был. Тоже по мотивам женского чемпионата. Сегодня партия игралась во втором туре. Там я, к сожалению, там по записи чуть не разобрал определенные моменты. Но вот эта позиция, она, наверное, не совсем точно не могла она возникнуть в партии. Но что-то было похожее. И вот такую, можно сказать, составил, но не совсем правильную позицию. СБ4. И вот здесь если ходить СД4, естественно, здесь СД6, и вот на СБ2, допустим, можно просто пожертвовать. На этом все закончится. Но если СД4, здесь я тоже маленькую паузу делаю. Вот такая миниатюра маленькая. БЦ, АБ и оппозиция. С лишней шашкой, но черные проигрывают. Так, и вот сегодня изюминка сегодняшнего тоже, сегодня, а может и не сегодня играли. Мне кажется, сегодня, может, с утра тоже играли, может, я ошибаюсь, но это не столь важно. Играла Сковитина Елена с Анастасией Архангельской. Я понял, что, скорее всего, это дебют был. Дальше АБ6, ЕФ. Было, насколько я понимаю, вторая партия. Давайте я поверну, чтобы было интереснее. Тут потрясающий ход был. Давайте я до этого момента. Все так.
bc3. И вот здесь вот давайте я сделаю паузу. Встречалась у меня уже в практике такая позиция. Но вот здесь, конечно, очень хороший ход за черных. Давайте опять делаю паузу. И какой бы вы ход за черных сделали? Анастасия сделала великолепный ход, конечно. Вот такой впечатляющий ход. Очень красивый. Очень красивый. Красота. Ну, вот, кто играет, поймет эту красоту. Простенький, но очень красивый ход. BA7. И вот теперь, то есть, если куда-то пойти CD2, то грозит вот эта идея. Таким образом, на GF4 получается ED6. И вот грозит вот эта вот идея. То есть, куда ходить? На CB4 получается вот этот вариант. И с колоннами выиграем эту шашку. Так, дальше куда? ED6. Ну, ED2 давайте. Ну, защита ED2. Какая-то есть. Тогда FE7. АБ, ну и можно, наверное, так. Можно же F6 поменяться, можно, наверное, ну, я думаю, что и так будет выиграно. То есть, меняться ведь нельзя, получается. Вот эта вот идея. Но основная идея, конечно, не в этом. Понятно, стоит комбинация, которую, в принципе, в партии провели. Ну, а что остается делать? ED6. Ну, естественно, шашка выигрывается. И вроде бы связка. Но здесь, вот, судя по записи, если я не ошибаюсь, тут достаточно все быстро вышло. CD2 и, понятно, просто провела Анастасия удар. BC3 и на 1. Ну вот, конечно, красота неописуемая. BA7, то есть, ну, я не знаю, сколько бы я восклицательных знаков поставил. Вот изюминка, которую я сегодня увидел. Я сегодня только увидел партии чемпионата. То есть они на бланках, вот, на бланках выкладываются. В принципе, было время вот чуть-чуть посмотреть. Ну, конечно, вот супер идея. Она вроде бы простенькая, но очень красивая, конечно. Спасибо за эту идею. Итак, до новых встреч.